Добрый день. В сегодняшнем видео Литовский музей этнокосмологии, единственный музей такого рода в мире, располагается недалеко от города Молетой в Восточной Литве, в 70 километрах к северу от Вильнюса. Здесь же находится единственная в Литве астрономическая обсерватория. Нельзя не сказать, что благодаря расположению среди живописных лесов и озер сам город Молетой является популярным местом для туризма. Малецкая обсерватория является преемницей Вильнюсской обсерватории, которая существовала на территории Вильнюсского университета начиная с 1753 года. Открылась в 1969 году. Причиной стало световое загрязнение, то есть засвечивание ночного неба искусственными источниками освещения, свет которых рассеивается в нижних слоях атмосферы, мешая проведению астрономических наблюдений. Иногда это явление также называют световым смогом, поэтому было решено создать новую обсерваторию в местности с темным небом. В настоящий момент, по крайней мере так написано в рекламном буклете, проводятся ночные программы с 40 и 80-сантиметровыми телескопами. Демонстрируется 5 различных объектов ночного неба: Луна, планеты, звезды и их пары, скопления туманности галактики. Наблюдения проводятся только при ясном небе. Но в целом направление исследований в обсерватории – это фотометрия звездных объектов, звездная астрономия и экзопланеты, то есть планеты, находящиеся за пределами Солнечной системы. Из основных достижений можно отметить открытие 170 астероидов и открытие нескольких комет. При поиске нового места было решено, что подходящим будет холм возле озера Желва, что расположен в деревне Кулёнис Малецкого района. Авторами идеи создания Музея этнокосмологии являются руководитель отдела кадров Малецкой астрономической обсерватории доктор Гуннарс Какарас и старший научный сотрудник Института физики полупроводников доктор Либертас Климка. Они задумали связать этнологию с астрономией через связи литовского народа с небом, солнцем, луной, звездами и создать возможность обычным людям, а не ученым, увидеть изображение мира звезд в телескоп, услышать ответы на волнующие их вопросы. В 1978 году, по случаю 125-летия старой астрономической обсерватории Вильнюсского университета, по инициативе Климки на одном из этажей телескопической башни Малецкой астрономической обсерватории был открыт публичный музей, где помимо основных экспонатов телескопов старой Вильнюсской обсерватории уже были представлены первые этнографические экспонаты, отражающие в той или иной степени связь людей с космосом. После завершения строительства поселка обсерватории по проекту архитектора Витаутаса Лисаускаса возник так называемый астрономический павильон специального назначения – музей. Место для него было выбрано на отдельном холме в стороне от обсерватории. Вместе с концепцией музея родилось и новое название – этнокосмология. В начале весны 1990 года по решению Президиума Академии наук был основан этнокосмологический музей. Суть музея – связь людей и человечества с космическим миром, его отражение и проявление в традициях, науке, искусстве, философии народа и так далее. Осенью 1997 года был введен в строй телескоп фирмы Zeiss, а здания в окружении лесов и озер приобрели вид космического корабля из будущего. Продолжительность экскурсии по музею составляет примерно 1,5 часа. В фойе на электронном табло отсчитывается время до начала следующей экскурсии, что весьма удобно. Правильный подход, а не хаос, который творится во многих местах при сборе группы. Но и без гида здесь не обойтись никак, потому что много интерактивных материалов, которые самостоятельно не получится включить и выключить. Так уж получилось, что я попал к литовско-говорящему гиду. Впрочем, после латышского языка мне это нисколько не помешало понять, о чем речь. Через подземную галерею музея, подобно корням мифологического дерева, группа поднимается наверх. 7 помещений представляют различные способы связи человека и человечества с космическим миром.
Древние этнические отношения, измерения мира, календари, астрономия, космонавтика, поиск внеземной жизни и возможности для будущего нашей цивилизации. Экскурсия заканчивается подъемом на смотровую площадку высотой 32 метра. С Земли она кажется намного выше, потому что стоит на холме. Конечно, в этом коротком видео изложить все идеи космологии, астрономии, космонавтики и так далее я не смогу. Это материал для нескольких многочасовых видео, поэтому напомню только основные моменты. Одной из древнейших естественных наук по праву можно считать астрономию. На ранних этапах своего развития она составляла единое целое с астрологией. Окончательное разделение научной астрономии и астрологии произошло в Европе эпохи Возрождения. Другие теории, исследующие внеземные объекты, астрофизика, космология и другие, также ранее рассматривались как часть астрономии, но в 20 веке они выделились как отдельные науки. Астрономическая деятельность прослеживается в источниках, по крайней мере, шестых-четвертых тысячелетий до нашей эры, а наиболее ранние упоминания названий светил встречаются в текстах пирамид, датируемых 25-23 веком до нашей эры. Отдельные особенности мегалитических сооружений и даже наскальных рисунков первобытных людей истолковываются как астрономические. В фольклоре также множество подобных мотивов. Периодические изменения на небе известны с древнейших времен. Это смена дня и ночи, смена фаз Луны, смена времен года. В соответствии с этими устойчивыми циклами появились единицы измерения времени – сутки, месяц, год. Наблюдая изменения на небесной сфере, люди заметили их связь со сменой сезонов на Земле. Это натолкнуло на мысль, что небесные движения связаны и с другими земными явлениями, влияют на земную историю или предсказывают важнейшие события – рождение царей, войны, голод, эпидемии и другое. Особое внимание древние астрономы уделяли таким редким и непериодическим явлениям, как затмение, появление комет, падение метеоритов. Исследования небесных тел в храмах-обсерваториях в древнем мире проводились невооруженным глазом. Главными инструментами древних обсерваторий были гномон – шест для измерения полуденной высоты Солнца по длине тени, солнечные часы и клипсидры – водяные часы для измерения времени. Позже появились угломерные инструменты различных систем. В древнем мире уделялось большое внимание вопросам, связанным с астрономией. Например, жрецы-вавилоняне оставили множество астрономических таблиц. Они же выделили основные созвездия и зодиак, ввели деление полного угла на 360 градусов, а также развили тригонометрию. Во втором тысячелетии до нашей эры у шумеров появился лунный календарь. Обработав свои таблицы наблюдений, жрецы открыли многие законы движения планет Луны и Солнца, могли предсказывать затмения. Вероятно, именно в Вавилоне появилась семидневная неделя, каждый день был посвящен одному из 7 светил. Если говорить о Древнем Египте, то степень развития математики и астрономии не ясна, документов на эту тему почти нет. Разливы Нила происходят в начале лета, и как раз на это время приходится первый восход ярчайшей звезды неба Сириуса, по-египетски Сотис. До этого момента Сириус не виден, наверное, поэтому сотический календарь употребляется в Египте наряду с гражданским. Недель сначала не было, а месяц делился на 3 декады. Позже, под влиянием Вавилона, появилась семидневная неделя. В отличие от Вавилона, в Египте использовалась десятичная система, но в сутках, кроме 10 светлых часов, они выделяли еще по часу на переходные периоды, поэтому и получилось 12 часов, тоже и для темного времени суток. Египтяне делили небо на созвездия, всего созвездий в Древнем Египте было известно 45. В Древней Греции, судя по всему, еще в гомеровские времена интересовались астрономией. Их карта неба и многие названия остались в современной науке. Первоначально знания были неглубоки. Например, утренняя и вечерняя Венера считались разными светилами. Пифагорейцы считали Землю шарообразной и вращающейся, отчего и происходит смена дня и ночи. Тот же Аристотель убедительно доказал, что Земля – шар,
опираясь на форму тени Земли при лунных затмениях, и оценил окружность Земли в 400 тысяч стадиев или около 70 тысяч километров, завышена почти вдвое, но для того времени точность неплохая. В 45 году до нашей эры в Греции был введен юлианский календарь, разработанный Александрийским астрономом Созигеном по образцу египетского гражданского. Из стран Восточной Азии наибольшее развитие древняя астрономия получила в Китае. Календарей в Китае было множество, но к VI веку до нашей эры утвердился лунно-солнечный календарь. Сутки делились на 12 часов, названия которых использовались и как названия месяцев. Календари занимают особое место в истории. С латинского «календариум» переводится как «долговая книга». В том же Древнем Риме должники платили проценты в дни календ, первых чисел месяца. В Древней Литве использовался лунный календарь, а позднее укоренился солнечный. В Великом княжестве Литовском с середины XIII века официально использовался юлианский календарь. Названия месяцев в Литве были связаны с природными явлениями, сельхозработами и праздниками. Григорианский календарь начал использоваться с 1586 года, и то не во всех частях Литвы. Ну а первый календарь в Литве был издан в 1846 году в Вильнюсе в типографии Адама Завадскиса. На средних веках и эпохе Возрождения я останавливаться не буду. Думаю, что о Николае Копернике так или иначе слышали все. А первый в мире телескоп создал Галилео Галилей в 1609 году. Надо сказать, что до середины XVI века астрономические наблюдения в Европе были не слишком регулярными. Конечно, были еще и открытия Иоганна Кеплера и Тихо Браги. К концу XVIII века астрономы получили мощные инструменты исследования, как наблюдательные, так и теоретические, небесная механика, фотометрия и так далее. XIX век стал временем бурного развития астрономической науки и небесной механики. Увеличивалось количество обсерваторий в Европе, также росли размеры телескопов. Если посмотреть на список открытий в XIX-XX веках, то они происходили чуть ли не каждый год. В этом плане 21 век намного скромнее. Хотя астрономы и космологи изучают одну и ту же Вселенную, тем не менее между их областями изучения существует главное отличие. Заключается оно в том, что астрономия в основном изучает конкретные небесные тела, астероиды, планеты, звезды и галактики, в то время как космология изучает Вселенную как одну неделимую систему. Одна из первых версий строения мира была плоская Земля, которая покоится на трех китах и черепахе. В наиболее ранней из представленных моделей китайской космологии считалось, что Земля прикрыта небом, подобно пологу на колеснице, и этот полог вращается в горизонтальной плоскости, как зонд. Некоторые древнегреческие ученые поддерживали геоцентрическую систему мира, согласно которой в центре Вселенной находится неподвижная шарообразная Земля, вокруг которой обращаются 5 планет, Солнце и Луна. Мир считался ограниченным сферой неподвижных звезд. Предметом споров был вопрос о том, что находится за пределами мира. Одни, вслед за Аристотелем, полагали, что вне мира нет ничего, ни материи, ни пространства. Другие считали, что там находится бесконечное пустое пространство. В эпоху Возрождения новаторский характер носит космология Николая Кузанского, кардинала Римской католической церкви. Он предполагал материальное единство Вселенной и считал Землю одной из планет, также совершающей движение. Небесные тела населены, как и наша Земля, причем каждый наблюдатель во Вселенной с равным основанием может считать себя неподвижным. По его мнению, Вселенная безгранична, но конечна, поскольку бесконечность может быть свойственна одному только Богу. Решительный шаг от гелиоцентризма к бесконечной Вселенной, равномерно заполненной звездами, сделал итальянский философ Джордано Бруно. Возникновение современной космологии связано с развитием в XX веке общей теории относительности Эйнштейна и физики элементарных частиц. Еще один раздел, занимающий значительное место в музее, это космонавтика, наука и технология космических полетов. Термин «космонавтика» ввел в оборот в 1933 году Ари Штернфельд.
Идея космических путешествий возникла после появления гелиоцентрической системы мира, когда стало ясно, что планеты– это объекты, подобные Земле, и таким образом человек в принципе мог бы посетить их. Теоретические основы космонавтики были заложены еще в работе Исаака Ньютона в 1687 году, а романы Жюля Верна «Земли на Луну» 1865 года и «Вокруг Луны» 1969 года уже правильно описывают полет Земля-Луна с точки зрения небесной механики. Хотя техническая реализация там явно хромает. В 1920-30-х годах создаются первые экспериментальные ракеты на жидком топливе. Значительным прогрессом стало создание ракеты Фау-2, первый запуск в 1942 году, которая не только была намного больше предшественников, но и имела систему наведения. Началом эпохи освоения космоса можно считать запуск первого искусственного спутника Земли, спутника-1, запущенного Советским Союзом 4 октября 1957 года. Отправной точкой развития пилотируемой космонавтики стал полет советского космонавта Юрия Гагарина 12 апреля 1961 года. Впрочем, мы с вами живем в такое время, когда все подвергается критике и сомнению, мол, до Гагарина запускали людей в космос, правда неизвестно, успешно или нет. Точно так же подвергается сомнению и высадка человека на Луну, которая состоялась 21 июля 1969 года. На этот раз речь идет об американском астронавте Ниле Армстронге. Сейчас не все помнят, но в Литве тоже были свои космонавты. Заслуженный летчик-испытатель Римантас Станкевичус в 1977 году был зачислен в первую группу советских космонавтов, готовившихся к полетам на космическом корабле многоразового использования «Буран». Ряд полетов выполнил командиром «Бурана». Ну и, конечно же, дважды Герой Советского Союза Алексей Елисеев. По отцу его фамилия была Курайтис. В 1968-69 годах входил в группу советских космонавтов, которых готовили по советским программам облета Луны и посадки на нее. В общей сложности совершил 3 полета на Союзе-5, 8 и 10. Также на счету один выход в открытый космос продолжительностью 37 минут. Ну и, конечно, отдельного серьезного разговора заслуживает космическая гонка. Соперничество в области освоения космоса между СССР и США в период с 1957 года по 1988 год. В число событий гонки в космосе входят запуски искусственных спутников, полеты в космос животных и человека, а также высадка на Луну. Так сказать, побочный эффект холодной войны. Космическая гонка стала важной частью культурного, технологического и идеологического противостояния между СССР и США в период Холодной войны. В ходе этой гонки СССР и США стали первыми и главными космическими державами, способными выводить на орбиту спутники своими ракетами-носителями и космическими сверхдержавами, начавшими пилотируемые космические полеты. В период космической гонки стремительно развивались авиакосмическая техника и электроника. Однако влияние космических технологий сказалось и на многих других областях науки и экономики. Многие разработки того времени нашли применение в быту. Например, еда быстрого приготовления, технологии упаковки и пастеризации пищевых продуктов, непромокаемая одежда, незапотевающие лыжные очки и многие другие вещи имеют своим истоком технологии, разработанные для применения в космосе. На земной орбите находятся тысячи спутников, обеспечивающих связь, наблюдающих за погодой, ведущих геологические изыскания, а достижения микроэлектроники, сделавшие это возможным, используются теперь и на Земле, в самых разных областях, вплоть до индустрии развлечений. Из других стран, имеющих собственные развитые космические программы, следует упомянуть Японию, Китай и Индию. Если говорить о перспективах, то последние десятилетия активно ведется коммерческое освоение космоса. Вот только некоторые из направлений – разработка ресурсов Луны, других планет Солнечной системы и астероидов, удаление в космос отходов вредных промышленных производств,
космический туризм. Если раньше в космической гонке участвовали страны, то теперь подключились частные космические компании. Например, хорошо известная SpaceX Илона Маска, которая на сегодняшний день является лидером в этой сфере. К слову, в 2020 году впервые в истории частный космический корабль этой компании был успешно выведен на орбиту с двумя астронавтами НАСА на борту. В общем-то, космическим туристом может стать каждый или почти каждый. Вопрос в стоимости тура на орбиту. С 2007 года появилась и новая услуга – выход космического туриста в открытый космос. На сегодня это все. Традиционно обращаюсь с просьбой поддержать канал своими комментариями и подпиской. И если видео вам понравилось, не забудьте поставить лайк. Благодарю за внимание и до новых встреч.